Кто знает, как мы его назвали. Я тебя не буду трогать. Я тебе пока расскажу про твои новые игрушки. Да, но ездит как поезд. Стала ходить туда в туалет. Прислали нам подарки. Вот эту ось она вчера отгрызала у колеса. Она будет туда заходить, интересно. Как вы знаете, хомяка я купил, потому что дети захотели домашнего питомца. После долгих размышлений я пришел к выводу, что нужен именно хомяк. Он любит ласку, добрый, дружит с детьми, не имеет сильного запаха, неприхотливый, и ему нужен небольшой уход. Вот насчет последнего ухода за ним я сильно ошибался, но об этом чуть позже. А пока вернемся к имени. Кто уже знает, как мы назвали хомяка? Напишите скорее свой ответ в комментарии. Пока пишите, я расскажу, что когда я привез его домой, сын назвал его. И это имя ему очень понравилось, как и всем нам. Но через пару дней по определенным признакам я понял, что это у нас не хомяк-мальчик, а хомяк-девочка. Но так как имя ему было выбрано мужское, то обнаружив, что у нас хомяк-девочка, мы оставили это имя. Оно хоть и непривычно, но подходило и девочке. В принципе, вы знаете, получилось неплохо. Но вот была одна проблемка. Она должна была стать спецагентом на службе у Ее Величества. Ей предстояло проходить спецзадания в хомячьих лабиринтах. И по моему замыслу, это все-таки должен был быть хомяк-мальчик. Но ничего невозможного нет. И наша любимая хомяк-девочка любезно согласилась играть роль крутого спецагента. Хомяка Ромула. А вот про беговое колесо скажу, что оно мне жутко не понравилось. Так получилось, что хомяк резко вырос из старого колеса, а качественного нового я не успел купить. Пришлось купить такое. Хотя я думал, что это очень хорошее колесо. Но после того, как хомяк его испытал, не рекомендую покупать металлические колеса с сеткой на дорожке. Потому что это очень плохо может сказаться на лапках хомяка. Может возникнуть мозоль, кровавые волдыри даже могут возникнуть. Но самое страшное, что хомяк может вывихнуть лапки, если они застрянут в сетке. Ведь скорость бега хомяка достаточно большая. Вот, и к тому же колесо очень громкое. Скрипит, какой-то скрежет получается при беге. Ночью ощущение, что в комнате ездит поезд. Впечатление от колеса данного производителя очень негативное. На днях заберу новое колесо для хомяка, которое будет уже из пластика и с тихим подшипником. И сделаю сравнительный обзор. Расскажу плюсы и минусы разных колес и из разных материалов. А для чего эта наклейка? Она просто необходима, чтобы хомяк после того, как выйдет сонный из домика, понимал, что пора побегать в колесе. А рядом наклейка для гостей, чтобы не очень-то старались фотографировать нашего супергероя. Но это все, конечно, шутка. Разговоры о животных, в том числе о жизни хомяков, причем разных пород. И сирийских, и джунгарских, и роборовского, и других, и про крыс тоже много информации. Я узнал на канале Alisa Easy Pets. Спасибо им большое, что они сделали такой канал, и что они снимают серии про своих хомячков, рассказывают о жизни своих питомцев и об уходе за ними. Очень много полезностей можно там найти. У Ромула появилась ванная комната. Я ее сделал сам из бутербродницы. Как я ее делал, вы можете посмотреть вот тут. И представляете, случилось чудо. Хомяк стал ходить туда в туалет. Я насыпал ему чистого песочка для того, чтобы он мог купаться в нем. А он сделал из него туалет. Немного помылся вначале, а потом стал ходить туда писать. Вот. Но зато удобно менять. Приходится даже наполнитель не трогать, а поменять только песочек ему. И все. Вот, кстати, с какашками все по-другому. Меняются места, куда он ходит. Сейчас это происходит прямо в домике. Если вы знаете, почему хомяк меняет место туалета, то напишите в комментарии, пожалуйста, свой опыт. Я стремлюсь сделать идеальные условия для своего хомяка, поэтому ваши ценные советы мне очень помогут.
Ну а я в свою очередь буду рассказывать вам свой опыт и делиться информацией по уходу за хомяком, аккумулируя знания многих людей со всего мира. Например, американские друзья мне посоветовали наполнитель Carefresh. Это переработанная целлюлоза. Он легкий, мягкий, теплый, хорошо впитывает влагу и запахи. И делает среду обитания хомяков более естественной. Они там роют норки, делают ходы, зарываются. Я обязательно попробую этот наполнитель и расскажу вам о его особенностях. А пока я пользуюсь кукурузным наполнителем. Но это дробленые початки кукурузы. Вот, он прикольный, но, как по мне, слишком колкий, жесткий. И вот видите, мы хомяку постоянно даем чистые салфетки, чтобы он тащил их к себе в домик и делал из них гнездо. Посмотрим, как будет с Carefresh. Если уже используете Carefresh, напишите свои впечатления от него и опыт использования в комментариях. Смотрите, как хомячит Ромул салфетки. Это так смешно наблюдать, когда он запихивает их за щеки. Как только друзья узнали, что я завел хомяка для своих детей, они сделали для нас подарки. Точнее, для хомяка Ромула. Сейчас и проведем ускоренную распаковку подарков. Вот такой чудесный мост, по которому хомяк будет гулять. Откровенно говоря, я думал, что хомяк будет заниматься спортом на этом мостике. Но не тут-то было. Хомяку Ромулу настолько понравился этот мостик, что он его начал объедать. Снизу начал грызть палки, а сверху ему понравилась кора бревен. Возможно, он так метит свой мост. Хомяку еще очень понравилась телега. Он пытался отгрызть ей колесо. И по сей день ходит вокруг, поглядывает и кусает за ось от колеса. Потом хомяк отправился на поиски удобного и уютного местечка в своей клетке и нашел его именно в телеге. Забрался в нее и спал некоторое время. Так смешно было наблюдать за этим. Ох, теперь расскажу об этой постройке. Это деревенский туалет. Зачем он хомяку, я так до сих пор и не знаю. Но для интерьера прикольная вещица. Я кладу внутрь тыквенную семечку, и хомяк носом открывает дверь, заходит туда и жует свою находку. Пусть постоит какое-то время тут, если будет вызывать интерес у хомяка, то оставлю. Ну или уберу потом. У хомяка появился домик. На самом деле это не домик, а настоящая бревенчатая изба. Вход у нее, конечно, подозрительно маленький. Мой большой сирийский хомяк может и не пролезть туда. Давайте проведем испытание. А пока я напишу на домике имя хомяка. Ромулус. Вот так. И поставим его здесь, пожалуй. Так, что у нас следующее? Ух ты, колодец. Вот это самая для меня непонятная вещь, которая, скорее всего, не нужна хомяку вообще. Что он с ней будет делать? Набирать воду и пить? Но там же никогда не будет ведра. В общем, я даже не знаю, куда его поставить в клетку. Он такой огромный. А в клетке должно быть достаточно места, чтобы хомяк мог свободно побегать, порыться в наполнителе, ну и всякие его хомячьи дела сделать. Но нет, колодец не буду хомяку ставить. Но вещь очень красивая, согласитесь. Дорогие друзья, напишите в комментариях, что вы хотели бы узнать из жизни Ромула и что вы хотели бы знать о содержании хомяков дома. Подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и следите за новыми историями. Ах да, не забудьте колокольчик включить, чтобы первыми смотреть новые серии о жизни хомяка Ромула. Пока-пока!